Всем привет! Это Юрий, система Fuchs, мебельные кондукторы. Как обещал ранее, у нас сегодня два шаблона от Олега. Решил снять их одним роликом, так как смысл и функционал у них схож. Ссылку на видео о первом шаблоне добавим в описание. Итак, приступим. Повторю для тех, кто не смотрел видео о первом шаблоне. Данные шаблоны делались под заказ клиенту. Идея нам понравилась и решили сделать шаблоном на склад для заказа другими клиентами. Сейчас разберем остальные два шаблона. С названием шаблонов на данный момент мы не заморачивались. Сейчас они у нас под кодовыми названиями T0721-1 и T0721-2. Чтобы было проще и быстрее, будем их называть номер 1 и номер 2. Начнем о назначении шаблона. После первого ознакомления и визуального сравнения двух шаблонов можно уже сказать, что они функционально друг на друга похожи. По задачам они вообще идентичны. Итак, для какой работы они предназначены? Первое. Сверление в торец заготовки. Второе. Сверление в плоскость возле торца заготовки. Третье. Сверление в плоскость от торца заготовки на расстоянии 37 мм. Имея небольшие габариты, шаблоны имеют довольно-таки неплохой функционал. Итак, перейдем к их параметрам. Первое. Рабочие отверстия. На обоих шаблонах имеем два ряда рабочих отверстий. Основной ряд в шаблоне номер 1 имеет 5 отверстий. Основной ряд в шаблоне номер 2 имеет 9 отверстий. Дополнительный ряд в шаблоне номер 1 имеет 2 отверстия. Дополнительный ряд в шаблоне номер 2 имеет 3 отверстия. В каждом шаблоне имеем регулируемый упор, в котором также есть рабочие отверстия. В шаблоне номер 1 в упоре имеем 5 отверстий. В шаблоне номер 2 в упоре имеем 11 отверстий. Все рабочие отверстия имеют резьбу. Во всех наших изделиях она одинакова М14×2. В эти отверстия мы вкручиваем наши кондукторные втулки и сверлим через них заготовки. Можно использовать сверла как по дереву, так и по металлу. При сверлении глухих отверстий советуем использовать ограничители для сверла. Вы их сможете найти в соответствующей категории товаров в нашем магазине. Второе. Регулировочные отверстия. Имеем несколько групп регулировочных отверстий диаметром 5 мм под нашу стандартную стяжку упор. Первая группа регулировочных отверстий дает возможность позиционировать шаблон от боковых торцов заготовки на расстоянии 37 мм. На шаблоне номер 1 это вот эти отверстия. А на шаблоне номер 2 эти отверстия. Вторая группа регулировочных отверстий дает возможность позиционировать центр шаблона также от бокового торца заготовки на расстояние равное 40 мм, 60 мм и 80 мм. На шаблоне номер 1 это вот эти отверстия. А на шаблоне номер 2 эти отверстия. Третья группа регулировочных отверстий находится на регулируемом упоре. Как в шаблоне номер 1, так и в шаблоне номер 2 регулируемый упор можно настроить на расстояние 8 мм и 9 мм. В упоре шаблона номер 1 это вот эти отверстия. А в упоре шаблона номер 2 эти отверстия. На слух запоминать все вышесказанное не обязательно, так как на шаблонах есть маркировка, на которой все это указано. Осталось добавить, что шаблоны симметричны, но я думаю, вы уже сами догадались об этом. Третье. Указатели осей. Шаблоны имеют указатели осей рабочих отверстий. Они находятся на переднем торце шаблонов, будут полезны при выставлении шаблонов в нужном месте на заготовке по метке карандаша или по рулетке. Тут у каждого свой подход. А теперь давайте пошагово настроим шаблон для работы. Для удобства понимания, в настройках позиционирования шаблона будем использовать термины перпендикулярной системы координат. Проще говоря, ось X, Y и Z. Первый шаг. Сначала вкрутим в рабочее отверстие кондукторные втулки, чтобы не запутаться с дальнейшими настройками. В сам шаблон и по необходимости в регулируемый упор. Второй шаг. Выставляем расстояние от торца заготовки до оси продольного ряда рабочих отверстий. Это наша координата Y. Конструкция шаблона это расстояние жестко задано, соответствует 8 мм. Но мы можем вставить шайбу на М5, которая идет в комплекте шаблона, между регулируемым упором и самим шаблоном. Тем самым получим зазор, равный 1 мм. В итоге получим расстояние уже 9 мм. Много шайб так не поставишь, но получить 9 и 10 мм вполне реально. Таким способом мы настроим нужное нам расстояние. Третий шаг. Позиционирование вдоль торца заготовки – это наша координата X. Тут есть два варианта. Первый вариант. Можно выставить шаблон по указателям оси, предварительно сделав метку на заготовке карандашом.
или по рулетке, кому как нравится. Большим плюсом такого варианта есть возможность работы на длинных заготовках или по месту на собранном изделии. Второй вариант. Можно использовать боковые регулировочные отверстия и позиционировать шаблон от бокового торца заготовки. Четвертый шаг. Выставляем расстояние от плоскости заготовки до оси сверления в торец. Это наша координата Z. На регулируемом упоре обоих шаблонов есть регулировочные отверстия, с помощью которых можно быстро и точно выставить размер, равный 8 или 9 мм. Без использования регулировочных отверстий можно выставить расстояние от 6 мм до 10 мм. Для этого вставим регулировочные штифты в нужные отверстия регулируемого упора. Упремся этими штифтами в сам шаблон, зафиксируем винты и извлечем штифты из упора. Шаблон настроен для сверления в торец. Все, шаблоны настроены и готовы к работе. Осталось установить шаблон в нужном месте на заготовке и произвести сверление. Можем сверлить различные корпусные заготовки, сверлить под крестообразные ответные планки петель, сверлить как в плоскость, так и в торец и многое другое. Здесь уже все зависит от вашей фантазии и поставленных задач, которые надо решить. Предварительно мы вкрутили втулки и настроили расстояние от оси Z для сверления в торец заготовки. Расстояние по оси Y выставлено на 8 мм. Нам осталось только выставить размер по оси X вдоль торца заготовки. В данном примере это будет размер 37 от бокового торца заготовки. Все. Осталось только произвести сверление. Сверлим глухое отверстие в плоскость заготовки через кондукторные втулки, применив при этом ограничительное сверло. А теперь сверлим отверстие в торец заготовки, также применив ограничительное сверло. Мы успешно просверлили отверстие в нужном месте. Дальше осталось произвести монтаж фурнитуры и приступить к сборке изделия. Я надеюсь, видео получилось для вас информативным. Мебельный кондуктор на базе таких шаблонов получится простой, но в то же время с достаточным потенциалом. Будет полезен вам в работе. Причину возникновения данных шаблонов я уже рассказывал, поэтому Олегу привет. Предлагаю подписаться вам на наш канал, чтобы не пропустить другие наши новинки. Мы стараемся дополнить нашу систему новыми шаблонами, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий вариант. Поэтому, если у вас есть интересные идеи и предложения, то пишите к нам на почту или в телеграм-канал. Контактная информация расположена на нашем сайте. На этом все. В комментариях пишите, что вы думаете о данной идее. Обратная связь с пользователями наших изделий благоприятно влияет на развитие нашего продукта и всей системы в целом. Всем спасибо за внимание. Пока!